Ученые описали психотипы водителей в разных культурах и то, как межкультурные привычки влияют на стиль вождения и даже отношение к тому, что говорит навигатор. На каждой дороге есть люди, которые двигаются в шахматном порядке, занимают левый ряд, не уступают машине на высокой скорости, но обо всем по порядку. Здравствуйте, уважаемые господа, меня зовут Анастасия Шевченко, я эксперт по межкультурным коммуникациям компании Ля Класс. И сегодня мы поговорим о том, как разнятся психотипы водителей в зависимости от страны. В Европе по результатам анализа количество психотипов, по-разному воспринимающих информацию, сводится к 3-4. Это скандинавский, средний, европейский и южный тип водителей, а также выходцы из Северной Африки и Ближнего Востока. Внимание! В Японии психотип водителей 1. В России же ученые МАДИ настаивают на 18 разновидностях. Это 9 помноженное на 2 в зависимости от класса автомобиля. У ВИПов привычки вождения меняются в худшую сторону. Помимо особенностей психотипов, роль играют и межкультурные особенности и привычки. В России водитель глядит не прямо перед собой, как это делает немец или француз, а чуть ниже горизонтального уровня. Ямы на дорогах приучили русского человека смотреть на дорогу в прямом смысле этого слова. То есть в результате этого у российского водителя резко уменьшается угол периферийного зрения, дорожные знаки или щиты практически не воспринимаются или не замечаются. По словам исследователей, российский водитель не воспринимает больше 3 строк текстовой информации. Для сравнения, голландцы читают 5. Европейцы считывают табло как книгу, слева направо, сверху вниз. Россияне смотрят сразу в нижний правый угол, не успевая проанализировать содержание надписи на щите. И сейчас дам пример образования заторов из-за межкультурных различий. Российские водители крайне редко слушают навигатор, который дает безусловную информацию о привлекательности объездного маршрута. И редко решают ей воспользоваться. Японцы выполняют директивы техники абсолютно точно. Да? И если немец и француз, поехав по альтернативному маршруту, сразу же забывают о сделанном выборе, среднестатистически россиянин склонен на протяжении очень долгого времени продолжать сомневаться в правильности выбранного решения. Уважаемые господа, я рада вашим комментариям и, конечно, подписывайтесь на канал Межкультурной коммуникации, самооткрытый межкультурный канал YouTube. Межкультурно ваша Анастасия Шевченко. Спасибо.